Приветствую, с вами China Inspect, и уже больше месяца я пользуюсь новинкой от компании Huami Amazfit Verge. И сегодня мы поделимся своим впечатлением о смарт-часах за $115. Перед началом отмечу, что все это время я пользовался прошивкой на китайском языке и пережил около 5 обновлений. Возможно, уже сейчас есть глобальная версия на рынке, поэтому если я где-то не так перевел и сказал о настройках, не ругайтесь. Готовы? Поехали! Начнем традиционно с распаковки. Пришла в такой коробке. Так, давайте посмотрим. Сразу видно часы. Давайте вытащим. И тут еще коробка. Зарядное устройство круглое с 4 контактами на 700 мА и 5 вольт. И инструкция на китайском языке. Вот, в принципе, и вся комплектация. Amazfit Verge выглядит вполне хорошо. Не сказал бы, что у часов универсальный дизайн, больше все-таки дизайн имеет уклон в спортивный стиль. Но я их ношу и с повседневной одеждой, смотрится неплохо. Циферблат часов имеет диагональ 43 мм, толщина 12,6 мм. Часы оснащены AMOLED дисплеем с разрешением по диагонали 360 точек. Покрыт экран защитным стеклом, которое также делает дисплей водонепроницаемым. Корпус выполнен из качественного пластика, сверху темно-серого цвета, внутренняя часть имеет светло-серый цвет. Справа от циферблата расположена оранжевая кнопка Home, также справа расположено отверстие под микрофон. С левой стороны имеется большое отверстие под динамик. С внутренней стороны по центру расположен элемент пульсометра. Ремешок выполнен из прочного и эластичного резинового материала, длина части с застежкой 70 мм и 113 мм длина элемента с отверстиями. Их я насчитал 16 штук. Ремешок съемный, при необходимости его легко можно заменить. Все это дело очень легко застегивается и приятно держится на руке. Фиксируется специальной застежкой с язычком. Вес девайса всего 46 граммов. Поверхность часов имеет покрытие, которое практически не оставляет следов и очень легко чистится. При эксплуатации ремешок сидит удобно, единственное, часы слишком выпирают в толщине. Первое время часы часто стучались об дверные косяки, различные предметы, но со временем привыкаешь и обходишь препятствия стороной. Как я уже отмечал, внутри часов встроен как микрофон, так и динамик. То есть в нем есть крутые функции, о которых мы поговорим позднее. Раз есть отверстие, так что же с влагозащитой? По заявлениям производителя, часы имеют уровень защиты IP68, то есть полная защита от воды при погружении более 1 метра. Но тут же производители говорят, что не стоит в них ходить в душ и тем более плавать. Мои догадки, что это связано как раз с 2 отверстиями и наличием элемента вибрации в устройстве, которое может заработать во время плавания и туда попадет вода. Если я ошибаюсь в своих догадках, пишите ваши версии в комментариях. Также в устройстве встроенный двуядерный процессор с частотой 1,2 ГГц, 512 МБ оперативной памяти и 4 ГБ флеш-памяти, 2 из которых занимает система, а на 2 ГБ вы можете закачивать карты или музыку. Здесь есть GPS и GLONASS, и в устройстве есть приложение с картами. Помимо всего, здесь есть как Wi-Fi, так и Bluetooth модули, и здесь есть NFC. По комплектации начинки здесь все шикарно, тем более не забываем о цене всего в $115. По автономности в часах стоит батарея в 390 мАч. Ее хватает при скромном использовании до 5 дней. И это реально так. Но если поставить постоянную связь с телефоном, а также постоянный контроль пульса, то батареи хватит на 2-3 дня. Ну а если еще поставить здесь самый крутой динамический циферблат, то батареи хватит на 1,5-2 дня. Ну а теперь самое главное и интересное — это функционал, и здесь на данный момент не все так однозначно. Начну с того, что мы получили Amazfit Verge 20 октября, и первая прошивка меня испугала. Было огромное количество лагов, косяков, некоторые функции, например карты, вообще не работали. Они в принципе и сейчас не работают.
Перед нами стоял вопрос возврата или понадеяться на разработчиков, что они все это дело допилят. И мы не прогадали, допилили. Сейчас многие функции работают хорошо, но опять же не все. Лагов сейчас в разы меньше. На момент съемки Amazfit еще не выпустил прошивку на английском языке, поэтому мы поговорим о настройках очень коротко. С часами работает отдельное приложение Amazfit, в котором без труда по инструкции можно подсоединить часы. Зарегистрировать аккаунт можно через e-mail, Facebook, Google, Xiaomi аккаунт или WeChat. Напомню, что Huami является суббрендом гиганта Xiaomi. После регистрации в приложении можно заполнить личные данные, рост, вес, пол, возраст, чтобы устройство рассчитывало шаги и калории более корректно. При последующем открытии приложения автоматически происходит синхронизация с часами, а также проверка обновления прошивки. Ну и давайте перейдем к интерфейсу самих часов. При нажатии кнопки Home открывается интерфейс устройства. Свайпами влево-вправо можно передвигаться по виджетам. А левый виджет фиксированный – это органайзер. Вправо расположены два выборочных вами виджета, которые можно задать в приложении. И третье – это меню со всеми виджетами. В интерфейсе при нажатии кнопки Home часы возвращаются на циферблат. При двойном нажатии появляется умный помощник. Ну и давайте перейдем к основным виджетам. Первое – это отчеты активности. Здесь представлена информация по шагам за неделю, а также сну, целям и измерению пульса. Следующее – пульсометр. Здесь можно замерить пульс, просмотреть график динамики измерений или выставить режим постоянного мониторинга пульса. Спортивные режимы, из которых есть бег, ходьба, велосипед, занятия на тренажерах, подъемы в гору, бег с препятствиями, лыжи, теннис и футбол. Все это сопровождается постоянным мониторингом пульса, а также GPS-трекингом. Отмечу, что шагометр работает вполне неплохо. При режиме бега на беговой дорожке погрешность составляет всего 5%. Приложение сна. Сразу отмечу, что режим сна имеет сбои, то есть мерит сон некорректно, а также не мерит сон днем, по крайней мере у меня. Отчеты о тренировках. Здесь можно просмотреть детальную информацию о активностях с графиком пульса и картами с траекториями движения и другими характеристиками. Приложение звонка. Можно звонить на любой номер из контактов, в том числе и по набору номера. К сожалению, отсутствует поиск по имени. Управление MIDI. Возможность управлять устройствами в системе умного дома от Xiaomi мне не удалось потестить ввиду отсутствия устройств Xiaomi. Музыка. Перед тем, как использовать данную функцию, необходимо с помощью менеджера файлов приложения Amazfit загрузить на часы файлы с музыкой. После этого можно воспроизводить музыку на часах как с MP3 плеера, причем как с динамика, так и с Bluetooth наушников, что очень круто. Приложение о погоде. Здесь можно ознакомиться с прогнозом погоды на 5 дней вперед. Будильник, который можно выставлять по времени и дням недели. За будильником идут таймер и секундомер, которые работают при постоянном включенном дисплее. И следующий по списку органайзер. Затем компас, приложение радио от Xiaomi, которое требует обязательно наличия APP на телефоне, и встроенные карты. В данный момент имеются только карты Китая, работают они с огромным количеством косяков, требуют постоянного подключения к смартфону, несмотря на наличие загрузки карт в память часов, а также GPS-модуль. Они постоянно тормозят и не определяется текущее положение. Надеюсь, разработчики предпринят доведение все до ума, а пока это пустое приложение. За картами идет пульт телевизоров Xiaomi. Ну и наконец за ними настройки часов, все на китайском языке. Помимо этого у меня еще есть два выбранных виджета. Это оплата через Alipay и карта NFC. К сожалению, они работают только в Китае и работают они очень хорошо. Также в интерфейсе в режиме циферблата при свайпе сверху вниз появляется панель управления, прям как на телефоне, в которой представлена информация о погоде. Здесь есть кнопки режимов, таких как ночной и авиа, а также управление звуком и яркостью.
кнопка включения и перезагрузки, а также кнопка перехода в настройки. При свайпе снизу вверх в режиме часов появляется окно с уведомлениями. Их можно настроить в приложении смартфона. Помимо всего, во время произведения музыки на смартфоне здесь же появляется плеер для управления воспроизведением. Работает он тяжело, не всегда срабатывают нажатия и происходит большая задержка. Несмотря на это, я практически всегда им пользуюсь, так как это очень удобно. Ну и давайте перейдем к настройкам. По настройкам есть следующее. Первое – это подключение через сеть, то есть либо Wi-Fi, либо Bluetooth. По Bluetooth мы подключаемся к устройствам, к наушникам. По Wi-Fi можем подключиться к текущей сети, чтобы обновить ту же самую прошивку. Далее у нас идут основные настройки. Это модель отображения часов 24 часа 12 часов, режим ночной, авиарежим. Также настройки яркости экрана, настройки звука и настройка силы вибрации. После основных настроек у нас идут настройки отображения дисплея, то есть можем включить постоянное отображение циферблата. Также здесь можно выбрать текущий циферблат. Далее у нас идет кнопка по безопасности, то есть мы можем искать телефон. Дальше идет настройки данных, включение перезагрузка телефона. Далее проверка обновлений, бэкап устройства и основная информация по устройству. Топ самых используемых функций следующий. На первом месте это, конечно же, сами часы. Самая часто используемая функция. По дефолту часы включаются при повороте руки. Задержка минимальная, включается плавным повышением яркости. По яркости сразу отмечу, что на часах информацию на солнце можно просмотреть, если циферблат часов имеет белый цвет. Остальные цвета не просматриваются, либо просматриваются плохо. Производитель нас порадовал наличием 11 циферблатов, которые постоянно добавляются с новыми прошивками. Также вы можете загрузить свои циферблаты, как и на других устройствах от Amazfit. Лично мне нравятся Rings и Spiket. Spiket очень эффектный циферблат в неоновом стиле с динамическими эффектами, но очень много потребляет энергии. Вторая часто используемая функция – это функция, которая доступна пока только в Китае, оплата через Alipay и NFC. Alipay я пользуюсь практически везде, в любом магазине, кафе, а NFC выручает, когда нужно ехать на метро. Работает все быстро, пополнять счет NFC-карт можно в приложении. Третье – это сообщения и разговоры. Очень полезная функция, постоянно приходят оповещения с мессенджеров и на экране достаточно места, чтобы быстро их прочитать. Отвечать на звонки с руки тоже удобно, вроде казалось бы ненужная вещь, но на самом деле оказывается практично в применении, особенно когда заняты руки и нет возможности достать телефон из кармана. Собеседника слышно хорошо, но микрофон не идеально работает, связь на обратном конце среднего качества. В данном устройстве отсутствует возможность отвечать на звонки с мессенджеров и отправлять голосовые сообщения, как и прослушивать их. Надеюсь, разработчики этот момент доработают. Четвертая функция – это управление плеером, а также встроенный MP3. Очень часто пользуюсь, довольно удобно. Ну и наконец пятое – это измерение шагов, сна, а также запись тренировок. Конечно, не знаю, где эти данные потом использовать, но все равно пользуюсь этими функциями. По поводу карт, очень удобная фича для путешественников и любителей вело- и мотоезды, особенно в больших городах. К сожалению, она здесь ужасно работает, надеюсь, Amazfit в будущем это исправит. Могу сделать очевидный вывод. Безусловно, Amazfit Verge это одни из самых лучших смарт-часов в пределах $120. Они сочетают в себе качественную сборку, стильный дизайн и огромнейший функционал. Поэтому рекомендую данный девайс к покупке, и если вы считаете, что есть более достойные представители в данной категории, оставляйте название смарт-часов в комментариях. И на этом у нас все. Спасибо за ваше внимание. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, оставляйте заявки на обзоры в группе ВКонтакте или в комментарии к этому видео.